Приветствую вас на канале Техревизор. На этот раз я подобрал 10 отличных мониторов, которые можно рассмотреть к покупке в 2023 году, если один из главных критериев выбора – частота обновления экрана 144 Гц. Второй очевидный критерий – диагональ. Поэтому разбил весь рейтинг на 3 категории. Модели с небольшой диагональю 24 дюйма, средние на 27 и здоровяки на 32-34 дюйма. А уж какая там матрица, разрешение и другой функционал, будем разбираться с каждой моделью отдельно. С каждым монитором я познакомился настолько близко, насколько смог, чтобы не подложить вам какую-то шляпу. Поэтому в рейтинге только отборные мониторы свежих сортов. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. А я начинаю. И начну я с лучших моделей с диагональю 24 дюйма. Здесь всего 3 позиции, последнюю из которых занимает AOC G2490VXA. Лично мне он не зашел только из-за своего староватого дизайна. Какая-то круглая подставка, толстая красная рамка, в общем, вкусовщина. Но если смотреть на изображение, то в этом плане моя душа спокойнее. Тут у нас 24 дюйма с разрешением Full HD. Получается вроде и обычный монитор для 23 года, но уже с хорошей плавностью в 144 FPS. Поэтому не такой уж он и обычный, по крайней мере, точно не офисный. За качество изображения отвечает простая матрица типа VA с глубиной цвета в 6 бит. Значение скромное, но все равно вполне хорошая картинка получается. Выглядит ярко, четко и без лишних искажений цветов. После TN так вообще по-другому смотреть на монитор будете. Есть засветы по углам. Не критично, но на темном фоне в темном помещении заметны. Цветопередача просто хорошая. Никаких заоблачных результатов тесты не показали. Поэтому какому-нибудь дизайнеру или монтажеру будет сложновато держать высокий уровень работ. Для этого нужен монитор вообще из другой лиги. Но вот геймерам придраться не к чему. Для них за улучшение качества изображения отвечает FreeSync, который сгладит разрывы кадров и сделает картинку еще плавнее. Ну и еще Flicker Free, но он скорее всего всем полезен будет, так как отвечает за снижение усталости, раздражения и сухости ваших глаз. По внешней части вы и сами все видите, ну а свое мнение я сказал. Добавлю только то, что из разъемов все банально просто. Один HDMI и один DisplayPort. И без того некрасивая ножка, к сожалению, никак не позволяет регулировать монитор по высоте или углу поворота. Второе место занимает LG 24GN60R. Вот его дизайн мне уже больше нравится. Тонкие рамки, нижняя не в счет, аккуратная ножка. Только, к сожалению, она тоже никак не регулирует монитор, кроме угла наклона. Но при огромном желании этот монитор можно повесить на стену. На задней панели есть крепление веса 100 на 100 мм. Поэтому имейте в виду, что такая возможность у вас есть. По изображению тоже есть небольшие изменения. Разрешение Full HD, но тут уже стоит IPS-матрица. А если говорить о каком-нибудь недорогом сегменте, то между бюджетной VA и бюджетной IPS большая, заметная разница. Засветы, конечно, никто не отменял. Они и в дорогих мониторах самая стандартная болезнь. Но вот именно цвета на этом мониторе все-таки выглядят по-другому. Они более яркие, насыщенные и натуральные. Но это если сравнивать мониторы лоб в лоб. По большей части для обычного пользователя разница не так заметна, но IPS в этом мониторе точно покажет более сочные картинки. И плюс к этому еще можно добавить HDR. Конечно, он не то чтобы улучшает изображение в разы, ему это просто максимальная яркость не позволяет. Ну, например, в какой-нибудь игре или во время просмотра фильма можно попробовать включить. Может, лучше картинка будет. Ну а если нет, так и не страшно. Изображение и без этого приятное для глаз. Само собой не обошлось без Flicker Free и FreeSync. И вот они отрабатывают как надо, выполняя свои задачи на твердую пятерку. Поэтому глаза из-за долгих часов, проведенных у монитора, болеть не будут. Ну и если ваша видюха в каких-то моментах притормозит и не отрисует кадры, FreeSync без проблем сгладит момент так, что для вас это будут неизменные приятнейшие 144 Гц. Первое место занимает Sunwind Sun M24 BG120. Уверен, некоторые из вас впервые слышат про этот бренд. И как он только первую строчку занял. Но если бы этот монитор реально был ни о чем, я бы его в принципе в рейтинг не ставил, не говоря уже о первой позиции. В общем, смотрите какой расклад.
24 дюйма Full HD разрешение. Предельно просто. Можно было бы сказать, что и матрица без изменений, та же IPS, но все-таки не та же. Отличается она глубиной цвета в 8 полноценных бит. Не 6 бит плюс VRC, что как бы тоже дает право бренду написать 8 бит. Кстати, прошлые двое так и сделали. Таким образом, у этого Sunwind получается более богатый цветовой охват. То есть картинка реально будет отличаться насыщенностью и яркими оттенками. Правда, единственного не отнять – засветы. Их никто не отменил, к сожалению, поэтому по краям они есть, но небольшие. Переживать особо не стоит, так как видно их только на черном фоне, да и то, если говорить о полной темноте. А так, во время просмотра фильма, гейминга или рабочего процесса, вся концентрация на изображении никак не позволит вам увидеть какие-то засветы. Вот если специально высматривать, то да, увидеть можно. Также отдельный респект Sunwind за G-Sync. Обычно производители его пропускают мимо глаз. Если что, это технология, функция которой один в один схожа с FreeSync. Но G-Sync конкретно для видеокарт NVIDIA, а FreeSync для AMD. Но что еще меня просто поразило, так это подставка. Мощная металлическая ножка, которая хоть и потребует места на столе, но полностью себя оправдает. Она может регулировать экран по высоте и по углу поворота. То есть экран можно хоть вертикально поставить. Полезная фича, например, для программистов. В общем, за такие деньги этот монитор удивил меня и своим изображением, и своим функционалом. Теперь рассмотрим мониторы 27 дюймов. И тут уже 4 позиции, последнюю из которых занимает Acer Nitro XV253QPB. Всем своим видом этот монитор говорит о том, что он создан для игр. Интересная подставка с серебристой подножкой, красные вставки, массивная ножка. Вряд ли офисным назовешь, сами видите. Но тут она, к сожалению, никак не регулируется. Однако по внешней части все равно у этого монитора есть свое преимущество. И хоть это не регулировка, но тоже удобная в быту вещь – USB-концентратор. То есть у вас есть USB-порты, в которые вы можете подключить мышь, клавиатуру, накопитель. И для этого даже не надо тянуться к системнику. Как по мне, реально удобно. Диагональ ясно какая – 27 дюймов. Но на большую диагональ ведь нужно и увеличенное разрешение, не так ли? Не так, уверяет Acer Nitro, и оставляет все тот же Full HD. Не могу сказать, что это какая-то категорическая проблема для этого монитора. Но знаю людей, которые столкнулись с недостаточной плотностью пикселей на такую диагональ, и теперь вообще не доверяют мониторам с диагональю 27 дюймов и разрешением ниже 2К. Их можно понять. Но конкретно у этого Acer нет никаких проблем с четкостью и детальностью изображения. Хотя, конечно, если до этого вы пользовались 2К монитором, то нюансы все-таки будут бросаться вам в глаза. Но если юзали максимум Full HD, то, уверяю, никакого дискомфорта ваши глаза не испытают, поэтому париться не о чем. Ну и на изображение не пожалуюсь. IPS-матрица со своими плюшками в виде FreeSync, G-Sync, Flicker Free и HDR. Кстати, последний как раз тут не для галочки. Максимальная яркость монитора набирает около 400 кандел на квадратный метр, поэтому HDR есть с чем работать, чтобы показать вам натуральные и более насыщенные цвета. Поэтому попробуйте поиграть с ним в какой-нибудь игре или посмотрите фильм, где доступен HDR. Третья строчка рейтинга за AOC CQ27J2U. И это еще один сугубо игровой вариант. Хотя, конечно, можно поставить такой в офис, или просто работать на нем из дома. Но брендом этот моник позиционируется как сугубо игровое решение. Впрочем, это не важно. Важно то, что этот AOC имеет диагональ экрана в 27 дюймов, и разрешение для нее как раз такое, какое нужно – 2560 на 1440 пикселей. То есть, если вы переживали за пиксельность и четкость картинки у прошлой модели, то у этой вообще такого и быть не может. Но вот за качество изображения здесь отвечает VA-матрица. Вот это меня напрягло, так как в итоге изображение получается не таким насыщенным и контрастным, как у прошлого монитора с IPS-матрицей. Но, честно говоря, заметно это только при сравнении лоб в лоб. Вот так, просто используя этот монитор, нет ощущения, что картинка какая-то блеклая или тусклая. Что в фильмах, что в играх изображение получается приятным и ярким. Но главным достижением VA-матрицы считается ее переносимость засветов. То есть они здесь либо отсутствуют, либо минимальные. И этот монитор как раз тому доказательство. Не скажу, что их здесь вообще нет, но их гораздо меньше, чем на прошлых моделях. Хотя, конечно, ранние партии этих мониторов очень страдали от засветов чуть ли не по всей площади экрана.
Это брак, его покупатели без проблем возвращали. Сейчас же такой проблемы нет. Все ровно и минимум засветов. Ну и еще выделю функциональную подставку у этого AOC. Все-таки третье место, а монитор регулируется и по высоте, и по углу поворота. Правда, полностью вертикально он не станет, максимум на 30 градусов повернется, но все равно может быть полезным. Также полезны и USB-разъемы, которые здесь тоже есть. Как применить, вы уже знаете. Закончу только тем, что здесь еще есть пара HDMI и DisplayPort, через который, собственно, вы и получаете желанные 144 Гц. На втором месте Samsung Odyssey G5 C27 G55 TQBI. Он не имеет USB-разъемов. Его подставка не регулируется ни по высоте, ни по углу наклона. У него даже HDMI и тот в единственном экземпляре. То есть он реально урезанный в деталях, приносящих дополнительный комфорт. Но тогда что он забыл на втором месте? Логичный вопрос. Но смотрите, в чем дело. Дело здесь в матрице. В характеристиках указано, что это VA. Любители IPS пропустят такое сразу мимо глаз и больше никогда не вспомнят про эту модель. Но сколько качества заложено в этих двух буквах? Матрица имеет глубину цвета в настоящие 10 бит. Не фейковые 8 плюс FRC, а прям настоящие 10. Честно говоря, даже 8 плюс FRC удивляют качеством картинки, а тут сразу 10. Поэтому и цвета в этом мониторе будут выглядеть по-другому. Также большой победой я считаю отсутствие глоу-эффекта, то есть засветы не предусмотрены как явление, однако все же встречаются изредка, которые немного, но светятся в темноте на черном фоне. Но это такие мелочи, что о них даже говорить стыдно. Ну и кстати, черный здесь реально глубокий черный, а белый, на удивление, белый. Цвета насыщенные и контрастные, особенно если включить HDR. Он уж точно добавит сочности и реалистичности. Но есть проблема с углом обзора. Цвета искажаются, если смотреть на монитор под экстремально острым или тупым углом. Поэтому, если хотите наслаждаться фильмами, лучше садиться прямо напротив него, а не выглядывать из-за угла. Ну и желательно в сумерках для полного погружения. Засветов нет, поэтому ничего глаза мозолить не будет. И в играх тоже можно кайфануть. 144 Гц как-никак. Работа с графикой, цветами и точной цветопередачей станет одним удовольствием, так как все тона передаются очень точно. Поэтому даже если вы искали монитор сугубо для фотошопа, монтажа, 3D-рендеринга и так далее, этот вариант один из лучших за свои небольшие деньги. Первое место рейтинга я отдал компромиссной модели LG 27GP95R. Она не настолько идеальна, если смотреть только на качество изображения, но и не настолько скудная, если смотреть на функционал. Диагональ 27 дюймов. И самый кайф – разрешение 4К. Если прибавить еще 144 Гц, получается серьезная связка, которая требует реально мощного железа. Вы должны быть полностью уверены в своем ПК, что он потянет отображение такой картинки в играх, фильмах и других сценариях использования. Но какая получается картинка, особенно в играх? Она выглядит очень четкой и детализированной. Представьте, что вы с плохим зрением надеваете подходящие очки. Примерно то же самое ощущается при переходе с Full HD на 4К. Более того, есть FreeSync, G-Sync и Flicker Free. А если еще включить HDR, на экран выведется четкая, яркая, сочная и без лишних артефактов картинка. Но посмотрите на одно из главных преимуществ – безрамочность. И это касается не только трех бортов, но и нижнего, на котором обычно располагается толстая рамка с названием бренда. Здесь же такого нет. Получается полное погружение. Не только геймеры, но и работяги тоже смогут взять от этого монитора еще больше, чем от прошлых участников. Ведь здесь самое что ни на есть точная передача цветов. Более того, дисплей показывает не стандартные 16,7 миллионов оттенков, а целых 920 миллионов. Поэтому любой дизайнер или монтажер точно такое заценит. А для более комфортного использования предусмотрены уже знакомые функции портретного режима и регулировки по высоте. Разъемы размещены более удачно с точки зрения дизайна. Внутри красного круга есть DisplayPort, 2 HDMI и пара USB-C. В общем, монитор создавался для настоящих профессионалов, которые понимают важность любой тонкости и детали и смогут правильно воспользоваться функционалом. Ну и теперь давайте перейдем к последней категории – мониторы 32-34 дюйма. Третьего места удостоился MCI Optix MPG 341 QR. Широкоформатный монитор на 34 дюйма со всеми своими прелестями. В некоторых играх за счет соотношения сторон у вас больше поля зрения, чем у соперника, поэтому вы получаете преимущество.
В работе у вас больше рабочего пространства, можно открыть несколько приложений на одном экране и не переключаться между ними постоянно. Фильмы смотреть тоже одно удовольствие. Конечно, фильм не растянется на всю диагональ, но картинка все равно будет вовлекать за счет своих размеров. Ну и атмосферы добавит диодная подсветка на задней панели с анимацией. Также только на руку сыграла бы изогнутость, но сейчас я скажу, почему ее здесь нет. В общем, большой размер этого монитора точно нельзя назвать недостатком. Разрешение при этом у него стандартное для такой диагонали – 3440 на 1440 пикселей. И главная причина, по которой этот монитор плоский – IPS-матрица. Технические особенности матрицы не позволяют изгибать ее, поэтому изогнутые широкоформатные мониторы всегда оснащены только VA-матрицей, она без проблем сгибается. Кстати говоря, IPS-матрица этого монитора единственная и неповторимая. Это специально созданная для этой модели матрица. Протестировав ее, выявили точную передачу цветов, высокий коэффициент контрастности, натуральные оттенки и неравномерность подсветки. К сожалению, тут тоже есть засветы на черном цвете, но видны они также только в темноте на темном фоне. На более светлых тонах, даже уже на сером, никаких засветов не видно. Поэтому уверен, это никак не помешает пользоваться этим монитором. Из дополнительных удобств в этом мониторе предусмотрели USB и регулировку экрана по высоте. Уже неплохо. Ну и на стандартных опциях в виде нескольких HDMI, DisplayPort и FreeSync с G-Sync тоже экономить не стали. Все на своих местах. Второе место занимает Gigabyte M34WQ. Еще одна широкоформатная махина на 34 дюйма. Кстати, тоже без кривизны, просто плоский дисплей. Поэтому, как вы уже догадались, здесь тоже стоит IPS-матрица. Не такая эксклюзивная, как у прошлого MCI, но тоже хорошая. Кстати, монитор выходит дешевле прошлого процентов так на 15. Думаю, это потому, что здесь производитель как раз таки не стал заморачиваться с производством матрицы и просто использовал уже готовое проверенное решение. На всю диагональ предусмотрено все то же разрешение – 3440 на 1440 пикселей. Для графики и работы с цветокором этот монитор хорош. Цветопередача на уровне, оттенки контрастные, насыщенные и натуральные. Если что-то не так, можно подкрутить параметры изображения в настройках. И HDR тоже завезли. Сочности точно прибавит там, где это позволено. Но вот засветы все равно победить не удалось. Малозаметный глоу точно присутствует, но на деле его видно только в темноте на черном фоне. Все как всегда в общем. Поэтому я бы так не переживал, засветы реально небольшие. А в остальном этот монитор тоже по высоте регулировать можно. Казалось бы, такой здоровый и неповоротливый, но его можно настроить под себя в вертикальной плоскости. Помимо этого можно и на кронштейн повесить, сзади есть крепление веса. Ну и еще сзади есть стандартный набор разъемов для подключения всякого. DisplayPort, парочка HDMI и USB-C. То есть ничего лишнего и сверхъестественного. Но есть в этом рейтинге одна модель, которая реально удивила количеством опций. Давайте глянем на нее. Первое место занимает Samsung G7 S32 BG700EI. Естественно, первое место он занимает не просто так. Вы когда-нибудь видели в современном мониторе LAN-порт, по которому подключается интернет? А здесь он есть. А поддержка Bluetooth и Wi-Fi? Они здесь тоже есть. Причем не какие-нибудь древние, а предпоследних версий 5.2 и Wi-Fi 5. Тут речь идет даже не о банальном подключении мышки с клавиатурой через USB-порты. Тут вон полноценный функционал смартфона. Только экран у этого монитора побольше будет. Samsung решили погулять на все деньги. Какая-то там адаптивная подсветка на задней панели никаких эмоций даже не вызывает. Просто приятное дополнение. Ну и разрешение у него соответствующее 4К. Но главное – картинка. Хоть на черном, хоть на темно-синем, хоть при свете, хоть в кромешной темноте. Но ничего не подсвечивает, в отличие от прошлого места. А углы обзора – это вообще сказка. Цвета не блекнут, не тускнеют и не теряют палитру из-за небольшого отклонения относительно монитора. Что уж говорить за цветопередачу. Описывать все ощущения эпитетов не хватит. Скажу только, что даже для работы с цветокором и графикой на профессиональном уровне этого монитора вам будет достаточно. Дальше только топовое оборудование за 200-300 тысяч рублей. Думаю, вряд ли вы захотите отдавать столько чисто за монитор. А этот G7 – отличная замена. Есть все необходимое и для рядового пользователя, чтобы глаза не уставали, и для геймера, чтобы 144 Гц выглядели как настоящие 144 Гц.
Это я про Flicker Free, G-Sync и FreeSync. Да и сам монитор можно регулировать и по высоте, и по углу поворота. В общем, если вы искали самый топовый монитор, вы его нашли. Остается только принять последнее решение. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор. Всем пока!